Следующая задача. Два поезда двигаются навстречу один одному со скоростью 72 км в час и 54 км в час. Пассажир, который едет в первом поезде, замечает, что второй поезд проходит мимо него за 14 секунд. Какая длина второго поезда? Первый поезд имеет скорость 72 км в час, и второй поезд имеет скорость 54 км в час. Пассажир, который едет в первом поезде, замечает, что второй поезд проходит мимо него за 14 секунд. T равно 14 секунд. Какая длина второго поезда? Здесь у нас стоит опять посмотреть картинку, которая выражается опять в работе с векторами. Итого у нас есть первый поезд, скажем так, который движется в одном направлении. Этот нарисуем V1. И второй поезд, который движется в противоположном направлении. Пассажир находится в первом поезде. Это скорость 72 км в час. Это, естественно, 54 км в час. Если пассажир находится в первом поезде, и мы считаем, что это является системой отсчета, для того, чтобы получить результирующую скорость второго поезда по отношению к первому поезду, мы должны провести операцию от второго, от V2, мы должны отнять скорость V1. Давайте напишем V результирующая. Эта величина будет векторная. Мы должны скорость V2 отнять скорость V1. Как это будет выглядеть в векторном исполнении? Вот у нас есть скорость V1, вот она направлена вот так. Есть скорость V2, которая направлена в противоположном направлении. Вот скорость V2. Значит, результирующая скорость в векторном исполнении будет выглядеть таким образом. Вектор результирующий должен быть направлен в эту сторону, что и V2. Вот его стрелочка. Я должен, по идее, совместить их, но я буду рисовать рядом для того, чтобы это было понятно. Результирующая, конец вектора результирующая должен быть совмещен концом вектора, от которого мы отнимаем, и начало его должно быть определено на конце вектора, который отнимаем. Вот теперь у нас будет вот этот вектор. Это у нас будет V результирующий. Как видно из картинки, модуль, поскольку они движутся в параллельных направлениях, то есть можно сказать о том, что для того, чтобы узнать, какой будет модуль этого вектора, нам достаточно вложить модули этих двух, потому что он по длине как раз равен модулям первого и второго вектора. То есть модуль вектора результирующий будет равен модулю вектора первого и плюс модуль вектора второго. То есть можем сказать о том, что поезд видит скорость, с которой пролетает вот этот второй поезд, суммарной скоростью первого и второго. Значит, V результирующее у нас будет равно 54 км в час плюс 72 км в час. Итого будет равно, если просуммировать, будет равно 126 км в час. А теперь можно, зная об этом, с какой скоростью пролетает второй поезд по отношению к наблюдателю, который находится в первом поезде, время у нас есть, мы можем посчитать его длину. То есть L будет равно V результирующее умножить на T. Можем сразу сюда, то ли можем преобразовать 126 км в час, или можем сразу подставить и с учетом всех значений посмотреть, как это будет все выглядеть. Итак, пишем 126. Сначала будем делать без преобразования. Километров в час, что множится на 14 секунд. Видите, вот несоответствие. Тут у нас часы, а тут у нас будут секунды. Тут километры. Во всяком случае, мы видим несоответствие вот хотя бы этих двух величин. Заодно изменим и километры, чтобы, может быть, мы можем получить значение, если мы преобразуем часы в секунды, можем получить значение в километрах, но, может быть, это будет расстояние меньше километров, поэтому лучше, когда она будет не целая, какое-то дробное, поэтому будет лучше, когда это будет расстояние в метр. Итак, пишем 126. Дробь вместо километров мы пишем 1000 метров. Вместо часов пишем 3600 секунд, что множится на 14 секунд. Смотрите, сразу секунды у нас сократились. Секунды у нас сократились. Можем вот этих два нуля сократить еще. Вот так. Что можем еще сделать? 36 можно сократить и 14 на 2. Будет у нас 18 здесь, а здесь у нас будет 7. Еще можно сократить 18 и 126. Это будет у нас, разделим на 2, 9. Это будет у нас сколько? На 2 разделить будет 63. А теперь 9 и 63 тоже можно сократить на 9. У нас будет единичка, тут будет семерка. Смотрите, как у нас все посокращалось. Осталось 7, 10 и 7. То есть мы получили 7, что множится на 10, что множится на 7. А то внизу единичка метров. Итого будет 49 на 10 метров. Единицу можно проигнорировать. В знаменателе ничего не делать. Поэтому будет длина 490 метров. Может быть и лучше, что мы перевели километры, иначе мы получили 0,49. Так? Это будет более предметно, 490 метров.
Можно, конечно, было 126 км в час превратить сначала в метры и секунды, но для этого мы сделали для того, чтобы ничего не терять, мы в одном, так сказать, на одном листе все величины у нас есть, мы их преобразовали соответствующим образом и получили те метры, которые нам необходимы. Это такая методика, во всяком случае, я ее предлагаю для того, чтобы ничего в какой-то формуле в будущем не потерять. То, что мы видим, то, что сократилось, вы видите явно, что получилось длина в метрах, секунды тут нам не мешают, мы получили то, что нужно.